что такое Иман или Иман Инвест, как зачастую у вас позиционируется. Здесь будет полностью прозрачная история нашей текущей операционной деятельности, для наших текущих объемов, типов сделок. Все еще не предусматривается никакого лицензирования, да, на нас не смотрит регулятор. На примере Алифа примерно по такой же схеме работают, но у них такой точка входа от 10 тысяч долларов. Почему у вас порог входа поставили такой низкий? Если я сейчас начну там о каких-то продуктовых терминах говорить, мы ничего из этого не применяли. По вкладах в Узбекистане порядка максимальный, мне кажется, вклад это 26%, которые дают банки. Я вложил там $1000, и сколько я могу в течение месяца, полгода, год заработать? Не могу вам гарантировать успешность. Я прошел по вашему скорингу хорошо, не оплатил из-за того, что я забыл. Видите, вы не можете забыть, поэтому у нас работают механизмы автосписания. У меня в карте денег нет. Ничего не будет. Понял. То есть, получается, в любом случае иностранец может инвестировать в Иман. Привет моей команде, я в понедельник жду релиза. Если вы там сомневаетесь, да, если у вас там нет каких-то больших амбиций, я вам советую не заниматься. Всем привет, меня зовут Умет, и это 5-й выпуск нашего подкаста, где мы рассказываем историю успеха наших стартаперов из Центральной Азии. В сегодняшнем выпуске у нас очень интересный проект, это исламский финтех, проект называется Иман Инвест, и с нами сегодня в гостях Тимур Хаджаев, он является продуктовым директором Иман Инвеста и сооснователем, в том числе, из тех людей, которые начал этот стартап совместно с партнерами. Добро пожаловать, Тимур. Спасибо. Тимур, начнем с самого простого. Расскажите о себе немного. Да, с удовольствием. Меня зовут Тимур Хаджаев. По большей части у меня финансовый бэкграунд. В основном я работал там в аналитических департаментах различных сфер предприятий, от переработки масличных культур, производства шротовых, до там, производства золота, да, слитков. В том числе у меня есть там опыт в банковской сфере. Но это тоже там, не особо не традиционный банкинг, как мы все привыкли видеть. Там, грубо говоря, есть отделение, да, то есть вот эта вот розница. А это так называемый там, банк непрофильных активов. Ну, то есть у меня достаточно разный опыт в самых разных проектах, но в основном это финансовый всегда. Ну, соответственно, это еще в разных странах. Ну, да. Я в основном вот, базируюсь, лоцируюсь либо в Узбекистане, либо в России. Угу. Вот, то, что касается, например, там, производства шрота и так далее, там, банковской сферы, это по большей части в России было. Угу. Вот, золотодобыча это было уже здесь, в Узбекистане. О, отлично. Так как мы сегодня рассказываем про исламский финтех-продукт, скорее всего, возможно, многие зрители, которые сейчас нас смотрят, его знают, но большинство все же не знают, что это такое. Давайте все же, что такое Иман? Или Иман Инвест, как зачастую у вас позиционируется? Ну, сегодня Иман, он, по сути, представлен в двух формах. Если говорить в классическом банковском языке, да, то это депозиты, вклады, то есть привлечение и выдача, это непосредственно уже рассрочка. То есть есть два продукта. Оба они существуют в рамках мобильных приложений, да, то есть и у рассрочки есть мобильное приложение, и непосредственно у Иман Инвеста тоже есть отдельное свое мобильное приложение, где там есть полный флоу пользователя. Да? То есть регистрация, оформление, ну и вот там жизнь уже в этом приложении. Для понятности нашей аудитории есть, получается, два продукта. Это Иман Инвест, в котором можно инвестировать, соответственно, с помощью него можно зарабатывать, накапливать деньги и зарабатывать. Второе – это Иман Pay, так называется вроде. Верно. Иман Pay, с помощью которого можно купить продукты у ваших партнеров в рассрочку. Да. На сегодняшний день то, что касается именно выдачи, видите, мы по большей части существуем в ПОСе. ПОС – это как бы точка партнера. Да? То есть у нас есть сеть магазинов-партнеров. В основном это электроника и бытовая техника. Наши партнеры в основном занимаются этим. И, соответственно, непосредственно у них есть магазины, офлайн-точки. В этих офлайн-точках у них есть касса, оформление, рассрочки платежа, да, на товар. Вот, собственно, вот в основном мы представлены именно в таком формате. Понял. Возвращаясь, мы начнем по хронологическому порядку. С чего все началось? И с кого? Так, ну это... Ностальгировать будем сегодня. Да.
Да, это 19-й год, апрель 19-го года. На самом деле даже немного раньше. По-моему, это где-то... Началось все с кейс-чемпионата. Это, по-моему, да, 19-й год. Я работаю как раз на одном большом предприятии по переработке шротовых. И у меня поступает предложение об участии в кейс-чемпионатах. В России очень развитая тема, на самом деле, очень крутая. Это и про бренд awareness, это и про привлечение молодых талантливых кадров, это про какой-то вот их engagement очень ранний, участие в их бизнесе, да, в их бренде, какое-то вот привлечение, да, вот этого внимания такого даже пользователя. Но в основном это, конечно, такая карьерная лестница. Вот. И очень много там в России брендов, которые обращаются даже в специальные компании, которые для них выстраивают специально вот эту вот механику кейс-чемпионата. Но есть компании, которые самостоятельно занимаются. И это McKinsey. И вот McKinsey, у них был там свой кейс-чемпионат, он назывался «Бизнес-дайвинг», где участвует много команд, и там вот был Team Roll, где мы познакомились с командой из Узбекистана, в том числе, где участвовал Рустам Рахматов и наш вот еще один друг Исмаил Абдурахманов, он тоже тоже был причастен к проекту Иман. Я, находясь в России, они, находясь в Узбекистане, мы типа ролимся, начинаем участвовать, успешно проходим там ряд этапов в этом кейс-чемпионате. Потом нас как-то так вот все это связывает в рамках вот этого участия, что мы такие, я нормальный чувак, вот, ребята тоже классные ребята, да, вот, с ними очень интересно. И все, мы, грубо говоря, там начали дружить. И в какой-то момент мне в этом году нужно было уезжать на магистратуру. То есть 19-й год для меня был годом, когда я должен был уехать на магистратуру в вышку. И я решаю, написать Рустаму, сказать, слушай, мне вот нужен какой-то более там разносторонний опыт. У меня вот есть масличка, в которой я работаю. Но мне вот было бы интересно, во-первых, с вами поработать и там на каком-то другом предприятии. А у вас, случайно, нет стажировок? Он такой, сейчас, грубо говоря, сейчас вышли буфер. Это в Имане? Нет, это еще не в Имане. Имана еще нет? Да, еще нет. Вот нет Имана, то есть вот это наш, там, грубо говоря, зачаток, вот, наше знакомство. А где они работали? Куда оффер пришел? Это IFG, это такой, так скажем, фонд, да, не уверен, что это можно назвать family office, но это такой вот фонд, финансовый, инвестиционный фонд, которому попало потом управление трансформацией НГМК. НГМК это? Новоильский горно-металлургический комбинат. Это одна из самых крупных добывающих компаний в мире. Да, во всем мире. Это, если что, 20% бюджета страны. Это самое крупное месторождение в мире под названием Мурунтау. Это по подтвержденным золотозапасам. Как раз, по-моему, вот в этом году было обновление. Проводили, да, еще раз измеряли. На этом предприятии мы начинаем вот вместе работать. То есть мы вместе заходим на этот проект по трансформации, это по постановлению президента, сейчас уже, конечно же, не помню номера, о трансформации металлургической отрасли. Соответственно, мы заходим на эту трансформацию, которая достаточно очень долгая такая история. Это государственное предприятие с большой историей. Оно, по-моему, 1957 года. Да, большое предприятие, 60 тысяч человек, огромная инфраструктура. Вот эту всю махину нужно трансформировать, выводить на новые рубежи, в какую-то новую международную историю. Да, создавать из этого акционерное общество, привлекать внешнее финансирование международное. И для этого очень много работы. Все, мы там встречаемся, начинаем вместе работать в департаменте финанализа. Да, вот как раз там очень много вопросов по трансформации как раз проходило через этот департамент. Со временем он знакомит меня со своей идеей, да, с проектом. Там же работает Марк Зубов, да, в этом же предприятии. Вот мы знакомимся, начинается мое знакомство уже непосредственно с идеей Рустама. Они там пилили какие-то презентажки, пытались накидывать какие-то экраны, там еще что-то. Идея достаточно была такая эфемерная, то есть это скорее
про вот реально такой вот, раньше был у Имана слоган «face-driven», да, вот что-то вот с большим желанием построить на базе исламских финансов и непосредственно в Узбекистане. Вот. Ну, вот это старт нашего знакомства с этой идеей. Начало довольно-таки интересно, это все произошло. А как идея вышла из этой компании, из этой госкомпании? Идея, она вышла... Слушайте, ну это вот все вокруг... Ну, все как у всех. Ну, то есть, я помню, что мы просто долго крутили, да, то есть, эту вот идею вообще, в какой форме это должно быть. Это были первые там мысли о том, чтобы... Слушайте, ну все понятно, все очевидно, что нужно создавать, короче, электронную витрину, да, нужно туда загонять вот этот вот продукт рассрочки, этот продукт вытаскивать, ну, типа, в мобильное приложение, да. И это было настолько очевидно, потому что, типа, ну, никого нет. Вот никто не делает ни маркетплейсов, никто не делает каких-то витрин. То есть, были какие-то попытки там у Алчи, по-моему, было. Alcha.uz, там у них была, по-моему, какая-то попытка составления витрины. И отдельно какие-то интернет-магазины. Да? Все, что нужно было сделать... У Зума не было? Нет, никого не было. Вообще, вот просто пустой рынок абсолютно. Вот. Электронная коммерция там, грубо говоря, там в полном зачатке. Ну, то есть, есть там какие-то веяния, да, какие-то перспективы. Кто-то об этом что-то говорит. Все, и просто это вот банальный, наверное, там такой брейншторминг, когда мы там просто сидишь, там разгоняешь, окей, в какой форме это должно быть, что мы делаем, как мы ищем там. Ну, мы там... Вот, если я сейчас начну там о каких-то продуктовых терминах говорить, мы ничего из этого не применяли. Да, то есть, это... Ни Product Market Fit, ни Go-to-Market Strategy. Ну, как стартап начинается. Типа, что-то надо делать, да. Вот, короче, что-то делаем. В каком-то хаосе все началось и пошло. То есть, скорее, это, опять-таки же, это много работы с презентациями, да. Это вот какие-то питчи, это поиск первых инвесторов, да, то есть, первых таких вот прям, кто в тебя поверит. Да, даже на уровне идей. Да, на уровне идей. Ничего нет. И вы нашли? Нет, не нашли. И как получилось дальше? Все за свой счет. Ну, я имею в виду, что, смотрите, получается, вы работаете в самом крупном компании в мире по добыче золота. Да, на тот момент, да. У вас есть, загорается какая-то идея о том, что мы хотим создать исламский продукт. Да. Потому что там мы живем в стране, где ислам, получается, приоритизирует, и мы хотим, чтобы у людей был альтернативный выход от стандартных банков. Да. То есть, мы хотим, чтобы у человека был выбор. И как вы решаетесь, сколько денег вы вкладываете в начало, чтобы сделать прототип MVP? И как вы решаетесь уйти с этой компании и на риск все бросить и начать делать свое? Ну, здесь надо дать огромное должное Рустаму, потому что это тот человек, как раз, который сделал этот шаг веры, да, самым первым. Вот он и вправду там из очень хорошо там оплачиваемой работы, да, ну, потому что, во-первых, мы жили там в Наваи, это, грубо говоря, там, чтобы туда там нормального спеца затащить, да, это ценник сразу X2, да, там от стандартной какой-нибудь ставки специалистов в Ташкенте, может быть X2, X2,5. И вправду вот полностью вышел из вот этой зоны комфорта, отказался от всего, там, самостоятельно поехал в Ташкент. Потому что до этого все, что мы делали, это просто каждые выходные мы ездим в Ташкент. Все, мы ездим в Ташкент, пилим всю неделю там в свободное время презентажку, на выходных в Ташкент, там начинаем кому-нибудь питчить, с кем-то встречаться, договариваться, искать там первых разрабов, искать юристов. Пытаемся ездить, четко помню, что пытаемся ездить на Малику, то есть привлекать первых мерчей, магазины партнеров. Все вот проходит в таком режиме. Ну, Рустам, явно я помню, что ему это не хватало, да, что, например, там, типа, и вот эти вот супер неэффективные поездки на выходных, то есть, на самом деле, к большому какому-то результату они так и не приводили. Все, в какой-то момент я помню, что он там четко решает, что он отваливается, пишет заявление, типа, уезжает полностью в Ташкент. И это при том, что мы уже там несем капекс, да, все, мы пошли, мы нашли там первого нашего разраба, безусловно, это аутсорс. Ну, типа, это даже не аутсорс, это полностью как бы мы отдали на разработку внешнику, да, вот. На аутсорс дали, получается, внешним разработчикам дали полностью разработку мобильного приложения. Да. И вот пилим вот первую версию как раз именно маркетплейса. То есть, вот мы все-таки, да, определились с этой вот формой, с идеей,
идем в marketplace, пытаемся туда запихнуть вот эту вот рассрочку. По-моему, достаточно удачно, да, делаем какие-то вот эти вот первые продажи. Я помню, что они какие-то тестовые, еще что-то. Потом быстро понимаем, что этого недостаточно, что рынок не готов к этому. Я помню, что произошла смена в сторону POS. Вот в этот момент как раз это уже 21 год. Это 21 год, 20-й, 21-й. Полная переориентация на POS, что нужно там свое присутствие делать в офлайне, нужно делать какие-то стойки, туда сажать представителей, чтобы они занимались этим оформлением. В этот момент я сильно откалываюсь от проекта, как раз вот, наверное, на его вот этом вот буме, да, когда он начинает, когда он находит для рассрочки вот этот свой product market fit, когда он понимает, где ему качать. То есть он уходит от идеи маркетплейса, он понимает, что... Надо пивот сделать? Да, надо жестко делать пивот, что там он не тащит это операционно, что это достаточно сложная идея, оказывается, что и рынок не готов к онлайну, да. Мы это сейчас четко видим, да, у Zoom это там большие бигтеки, да, это все подтверждает сейчас, да, что доля e-com на самом деле супер мала, да, что она там, грубо говоря, еще ближайшие пару лет, она только предстоит ей, да, расти. Динамично растет, по крайней мере, по сравнению с теми годами. Да. То есть она и вправду имеет огромный потенциал, с этим бесполезно спорить, но все-таки вот это вот потребительский хэббит, да, который сложился за многие годы, он все-таки там прийти, посмотреть, да, там общую вылазку сделать. В Малику пойти. Вместе со всеми там обсудить там, вот какую-то предстоящую покупку. Да, иначе там вот, купить в онлайне, потом что-то привезут. Слушай, у тебя еще много вопросов. Особенно будет, технику всегда офлайн покупают. Почти, зачастую. Момент как раз, когда я там сильно откололся от проекта, вот они и находят вот этот продукт market fit для рассрочки, да, и начинают, вот, насколько я знаю, сильно качать. И разгоняются, да, в какой-то момент. И вправду очень хорошо идут продажи, идет вот это вот расширение. По-моему, и продолжают щупать продукт market fit в инвесте. Получается, до 2021 года вы начали в 2019 году? Да. До 2021 года вы не привлекали инвестиций? Нет, там вообще ничего не было, то есть не было никаких... Даже Иман Инвеста не было? То есть деньги, которые... Такие инвестиции были. Да, то есть вот именно ритейл инвестиции, они существовали, да. То есть запустилось тоже приложение, то есть и своими средствами, то есть я помню тоже на этом... Типа, каждые там 2 недели мне капает что-то. Я же нахожусь, типа, еще вот в этих комфортных условиях, да, то есть еще остаюсь на зарплате. То есть, там, с каждой получки я там, типа, в Man Invest, да, потому что я понимаю, что именно так эта машина работает. И вот это вот идет привлечение. Да, но в основном все, вот этот старт, он сильно финансировался за счет своих средств. И разработка, и как бы те же самые первые продажи. А потом дальше, то есть, получается, в 2021 году вы начали привлекать инвестиции? В 2021 году мы стали привлекать инвестиции, но я не помню. Я помню, что я больше оторвался, во-первых, из-за того, что я же уехал там на получение все-таки магистратуры. Надо было, закрыть, там, чтобы получить там свой альма-матер, да, вот этот крутецкий. Нужно было, там, я верил там в студенческую скамью. Мне очень хотелось там получить какого-то интересного тоже опыта именно образовательного. И вот я полностью 21 и 22 год посвящаю как раз получению магистратуры. Но вы все еще в проекте. Супер номинально. То есть я уже там не участвую ни в продуктовых сессиях, не развиваю, потому что я просто понимаю, что меня уже не хватает. Да? То есть, потому что там расфокус, я уже начинаю работать в банке, как раз по непрофильке. Тоже там постановление Центрального банка России, там по санированным как раз там банкам, который там наступил, по-моему, от 2014 года. То есть массово начали отбирать лицензии. У этих банков очень много разных активов, которые разбросаны по всему миру. Нужно было их там собирать. Это вот одна большая задача. Там как участвую как финансист, проектный менеджер по отдельному кейсу. Параллельно учусь. То есть, там, третьему просто, на самом деле, неэффективно не дано. Поэтому там уже перестаю участвовать активно. Просто там смотрю, что ребята
у них есть выезды, они там начинают с Марком очень активно ездить. По-моему, да, какие-то раунды закрывают. Вот большой какой-то вот успех, который вот пришел, он, по-моему, вот они закрывали у Ventures, да, у Scart Ventures или что-то такое. Закрывали там что-то Tesla какой-то Capital. Еще вот какие-то такие вот фонды, по-моему, вот поверили. Получается то, что первые фонды, которые зашли в проект, на момент входа этих фондов вас не было? Нет. Когда вы вернулись? Вернулся сейчас активно вот с января. С января этого года? Да. То есть 23-й год вас тоже не участвовал? 23-й тоже не. Хорошо. Получается, вы как, то есть на момент сбора команды, вот на момент вот этого буста вы участвовали в проекте? Ну, то есть, имею в виду, что вот на момент начала этого буста вы участвовали. Как вы собрали команду? И какие сложности были с ним? То есть, вы и Рустам познакомились, получается, во время вот этой конференции в России, а Марк, получается, из-за работы? Да, с Марком они уже были знакомы. То есть, Марк тоже, он профиля именно финансового, да, он там полноценный CFA-холдер, но это просто прям его профиль. Вот, и он тоже выгружается просто на проект в НГМК, да, на трансформацию. Вот они там мэчатся. А поиск команды, опять-таки же, у Рустама феноменальные способности находить людей. Да, вот этот вот создавать нетворк, привлекать их к реализации, видимо, как-то там чародейски на них действует, что вот с ним реально люди хотят работать, да, он реально там вселяет уверенность эту, вот этот трасти создает мгновенно, что люди там готовы с ним работать. И на том этапе, как на том этапе, так и на этом этапе точно так же продолжается. То есть, на том этапе основной фокус нужно было вот этот костяк собрать, то есть, нужно было разработку. Да, нужна была разработка, нужна была юридическая конструкция на все это, да. Потому что было очевидно, да, что там просто сейчас запустить, ну, так скажем, там, халяльные вклады, да, это точно там попасть под взгляды, да, каких-нибудь регуляторов, да, там нужно было бы долго потом еще пояснять, да, на каком основании, да, вы там какие-то средства собираете. А как вы с этим справились? Все это, опять-таки же, это какой-то вот нетворк, который там достает для нам юристов, да, приходят юристы, и с которыми вот тоже там каждые выходные мы встречаемся, и там еще, там, может быть, квартал, может быть, полгода ищем юридическую конструкцию. А на 21 году, 21 год, когда вы это делали, был законодательство могло позволить, регулятор мог позволить такой формат инвестиций? Не в формате обычном стандартном, в формате, который происходит, банки делают, а именно исламским? Да, вот это, собственно, и реализовалось еще в 2020-м. То есть, мы подобрали вот это вот. Почему мы выстрелили, да, почему мы вообще смогли существовать? Потому что на рынке, оказывается, в законодательстве оказался вот этот закон, по-моему, номер 304 Республики Узбекистан о командитных товариществах. Он от 2009 года, эта форма как раз и позволяет привлекать денежные средства в устав компании, да, и в соответствии с инвестированной долей человек имеет право на распределение дивидендов. Такая форма была найдена вот как раз где-то в 2020 году. На ней до сих пор компания существует. То есть, для нашей текущей операционной деятельности, для наших текущих объемов, типов сделок все еще не предусматривается никакого лицензирования. Да? На нас не смотрит регулятор. У нас есть четкая обратная связь от регулятора, что это допустимо. То есть, законы позволяют это совершать? Да, в форме, опять-таки же, командитного товарищества, да, которое имеет право осуществлять торговую деятельность, то есть, привлекать денежные средства, да, в форме и вправду инвестиций в свой уставный капитал. Данные потом средства направляются непосредственно на торговую деятельность. На торговую деятельность, и от этой прибыли вы, от прибыли или от выручки, получается, делите это между учредителями, которые в устав зашли? Да. По факту, то есть, это же все очень просто. Да? Деньги были привлечены, у нас есть магазины-партнеры, в этих магазинах-партнерах люди приходят, хотят оформить рассрочку, мы им оформляем рассрочку. За эти деньги вы даете рассрочку? Да. Эти средства направляются непосредственно в торговлю. Результатом, да, являются выплаты по этим рассрочкам. Соответственно, это уже является как оплатой тела долга, да, так и там, непосредственно прибыли.
соответственно, именно прибыль, она распределяется уже между учредителями. Понял. Смотрите, получается, в 2021 году вы с кем, получается, рынок без конкуренции, мне кажется, никогда не оставался. С кем вы конкурировали? В 2021 году, когда вас еще там было. Какие заметные проекты на рынке были? Мне кажется, вот не было какой-то вот конкуренции. Я четко помню, что, возможно, это и опять-таки же из-за нашего какого-то достаточно все еще относительно скромного масштаба, да, что мы все еще достаточно незаметные, да, фигуры. На тот момент совсем. Наверное, мы там, вот когда мы там в первый раз пошли там на Маляку, наверное, мы конкурировали только с тем, что там сами собственники магазинов, да, могли как-то выдавать что-то в рассрочку. Да, то есть, с точки зрения рассрочки, только с этими людьми. А дальше, то есть, с чем мы конкурировали, это, наверное, с самим собой, то есть, с тем, чтобы просто завоевывать вот этот трасти. Окей. Получается, что в 2021 году вы на каком-то моменте отключились от проекта, и в 2023 вернулись. В 24-м. В 24 январе вернулись. Какое состояние было у проекта во время вашего возврата в проект? Слушайте, проект сильно вырос. Да, значительно. Прям он глобально оброс различной фактурой, да, того, что там выстроились core, базовые такие функции, без которых на самом деле такой бизнес существовать не может. Потому что это только, наверное, с точки зрения там, какого-нибудь обывателя, да, представление, что ну что такого? Вот у тебя есть приложение, там типа там инвестируют средства, ты потом эти деньги берешь, инвестируешь в рассрочки. Ну, как просто, да. На самом деле за этим там, бизнесом стоит очень много процессов, которые выстраивались вот, ну, буквально там вот эти все, 5 лет, да. Все эти 5 лет вот эти вот процессы выстраивались. Поэтому по приходу я видел то, что, во-первых, проект вырос как в денежном эквиваленте, да, то есть он реально набрал достаточно серьезные обороты. Он вырос и в операционном. То есть, он стал просто... Ну, слушайте, ты видишь просто реально, как там, вырос твой ребенок. Да? Вот он теперь там... У него теперь там не какой-то памперс, да, подгузник. У него штаны. Штаны, у него портфель, короче, он что-то говорит. Он сам уже что-то да, делает. Он, короче, прям сам что-то идет, что-то делает. То есть, он оброс такими сферами, ну, как, например, там, полноценный коллекшн, да, полноценные там финансовые, да, инструменты, там вот то, что у нас сейчас есть контур, например, платежей, полноценный там юридический контур, да, который там уже сильнее еще погрузился в этот вопрос. Что уж говорить там про то, что там появился отдел продаж, появился там customer service. Ну, то есть, вот этот вот end-to-end, он стал гораздо четче. То есть, я пришел, я увидел, по-моему, 80 человек. Ух ты. Когда вы ушли, сколько было? Ну, хорошо, если у нас было, наверное, там человек 15. Угу. А как отреагировали ваши коллеги на ваше возвращение, получается, в проект? Вы же 2 года как-никак в процесс вот этого масштабного роста, где там вы были необходимо нужны, вас не было. Как они отреагировали? Ну, на самом деле, да. Это... Я бы не сказал, да, что там это... Ну, Рустам, вот если там по партнерам, да, идти, вот, сам Марк стал, например, меньше уже времени этому уделять, да, вот я уже пришел, Марк, по-моему, там тоже, может быть, я правильно было будет сказать, наверное, потерял, да, интерес тоже к проекту. Рустам был очень рад. Вот если там говорить там, вокруг фаундеров, то, наверное, там, мое возвращение исключительно приветствую. То есть, получается, приветствовалось, и это она ожидалась еще то, что вы вернетесь? Ну, мы все равно, как по-дружески, всегда там еще периодически встречались, да, как-то вот пересекались, как-то пытались синхрониться, просто по-дружески болтали. Вот, поэтому там периодически Рустам как бы закидывал эту идею. То есть, там, что если там нужно вернуться, нужно там тоже развивать продукт, есть очень интересные направления. Вот, в какой-то момент, получается, в 2023 году я сам приехал опять в Узбекистан, опять начал работать в Наваи над второй серией трансформации как раз Наваийского горно-металлургического.
периодически мы встречались в Ташкенте. Вот у него там была как раз пару идей, там он предлагал, говорит, давай там попробуем какой-то новый продукт запустить. Вот у меня есть идея там по недвижимости, у меня там есть идея по ипотеке, еще чего-то. По завершению там своего контракта, вот у меня как раз был, наверное, целый месяц, полтора подумать. Я вернулся спокойно в Калининград, сидел полтора месяца, просто думал о том, чем я хочу заниматься. Было принято там совместное решение с супругой, что, наверное, вправду немного поднадоело там на кого-то работать, нужно возвращаться в какой-то свой собственный проект, да, тем более, что непосредственно причастность, да, к запуску она присутствует, она есть, нужно там заниматься дальше его развитием. Тем более то, что Рустам на радость это воспринял, от него поступил этот оффер, и, соответственно, есть видение, да, по нашему там дальнейшему развитию. Вот, было принято решение. Поэтому возвращение, скорее, прям на ура воспринялось. Отлично. На сегодняшний день, если возвращаться к тому, что сейчас проект довольно-таки сильно вырос, и примерная оценка, как вы сказали, это, мы за кадром это обсуждали. Я сейчас не нашел оценку данного проекта в публичных этих. Я очень много информации нашел о том, что было проинвестировано с разных стран, разных венчуров, разных... Мы сейчас не говорим про деньги, которые привлекаются для оборота. Да. Мы только про венчурные деньги, которые привлекаются со стороны инвесторов в саму компанию говорим. И я не находил именно информации про оценки. Возможно, я где-то пропустил. Сейчас, как вы сказали, это примерно порядка 50 миллионов. Да, то есть, опять-таки же, тут важно, наверное, подчеркнуть, что очень сильно, наверное, такая оценка будет зависеть именно от масштаба, да, самого интересанта. Я думаю, что, например, если это, конечно, будет какой-нибудь, грубо говоря, там вот ангел, да, небольшой, наверное, для него там и вправду это будет выглядеть дороже. Я предполагаю. Для, например, там, не знаю, какого-нибудь более серьезного фонда, не знаю, Sturgeon Capital, да, наверное, для него это будет более какие-то консервативные оценки, да. Вот, для него этот чек будет дешевле. Я так понимаю, что это абсолютно там рыночная история, да, что в зависимости, в том числе от покупателя, происходит разное ценообразование. Зачастую 50 миллионов получить в реалити того, что проект работает только в Узбекистане, это довольно-таки сложно. Это прям очень сложно расти проект в Узбекистане и идти к инвесторам тому, что мы будем охватывать Узбекистан, и там у нас оценка 50 миллионов, потому что как-никак у вас масштаб очень маленький. Как вы добились того, что проект настолько сильно, настолько высоко оценен для центральноазиатского рынка, и как это получилось? То есть 50 миллионов для узбекского проекта – это довольно-таки сильно много. Вы работаете только в Узбекистане, но по тому, что вы транслируете в СМИ и транслируете в выступлениях того же вашего сооснователя Рустама, вы говорите, что у вас более глобальная цель. Я так правильно понимаю? Да. Но у нас, смотрите, то, что касается вот оценки, да, опять-таки же, я думаю, опять-таки же, вот как бы я рассуждал по этому поводу, да, что если мы там говорим про оценку для более непрофессиональных, наверное, да, как бы не институциональных инвесторов, да, каких-нибудь ангелов, я думаю, что там просто сильно отличаются подходы к оценке. Да? Что, например, там какой-нибудь фонд, когда он заходит, он все-таки комплексно эту историю оценивает, он заходит с полноценным дью-дилом, для него очень важен выстроенный процесс, он делает полное погружение в продукт, он делает полное погружение в учетные системы, он знакомится с командой, он, скорее всего, идет по какой-нибудь там доходной модели, да, возможность применения каких-нибудь мультипликаторов. Да, соответственно, там, вправду, такая оценка может становиться более консервативной из-за этого. Но, например, такую же оценку, да, для, например, там, того же ангела, ее можно было бы сделать, например, просто из book value. Да? То есть, у нас есть какая-нибудь там объем, да, наших рассрочек, да, к нему применяется мультипликатор, да, который вот подобран конкретно под этот рынок. Вот, соответственно, там сильно может такая оценка вырастать. Вот, поэтому, наверное, чтобы прямо вправду сильно там
не быть оптимистичным, да, вот в этих тоже оценках, я бы вправду в первую очередь ориентировался бы на фонды, да, потому что все-таки у них и вправду более объективное видение, да, складывается ввиду... И, соответственно, они еще это подтвердили. Да, они, безусловно, да, вот ввиду того, что они грузятся в эти процессы, у них, вправду, будет более объективная оценка. Поэтому я бы ориентировался именно на них, да, когда там говорю про эту оценку. Но при этом важно и вправду понять, что, например, только за эти 10 месяцев, да, проект вырос в 3 раза. Да, то есть у него... По каким метрикам? Он вырос и по своему портфелю, да, а мы... Ну, то есть есть четкое, да, понимание, что у нас там портфель, который мы привлекаем, да, очень близок к портфелю нашей выдачи. Да, то есть, опять-таки же, вот то, что мы привлекаем именно в оборотку, он очень близок к нашей выдаче. Да, и какие здесь цифры? Так, тут уже 11, по-моему, 12 миллионов. 11-12 миллионов было привлечено со стороны инвесторов, да. Миллионов долларов. Да. И 11-12 миллионов долларов было привлечено со стороны людей, которые инвестируют в оборот. Вот, которые именно инвестируют в оборот. Угу. А про инвесторов, которые венчурные фонды и ангелы? Вот здесь вот затруднительно будет для меня ответить, потому что я сильно могу ошибиться. Но, по-моему, ребятам уже удавалось закрывать раунд, может быть, там, полторы единицы. 1,5 единицы – это 1,5 миллиона долларов. 1,5 миллиона долларов. Сейчас, получается, 12 миллионов долларов со стороны ваших, того же самого любого человека, который хочет что-то заработать, Да. вы привлекли. Ну да. Их, вы говорите, что, получается, в более формальном формате, вы говорите, что их порядка более 50 тысяч инвесторов таковых. Ну да. То есть, это та цифра, грубо говоря, которые когда-либо были такие да, пользователи. Ну, наверное, у нас сегодня там пользовательская база, она будет колебаться в районе 50-60 тысяч человек, которые были нашими юзерами, да, которые остались. Вот. Из них, наверное, вот активных, я бы сказал, что, наверное, их 17-18. 17-18 тысяч. И какой на данный момент портфель они имеют суммарно? Ну, вот они как раз и имеют вот эти вот 11-12 миллионов. Да. То есть, процесс, вот, например, у вас довольно-таки сейчас у вас там есть конкуренты, которые схожим системой работают. Да. На примере Алифа они примерно по такой же схеме работают, но у них такой точка входа от 10 тысяч долларов. То есть, если к ним войти, да, почему у вас вы вот эту то же самое точку входа, вот порог входа поставили такой низкой? Ну, здесь вопрос вот, видите, вот этих вот принципов, столпов, да, вопроса доступности. То есть, это четко отвечает, наверное, нашей культуре, да, того, что это должны быть в первую очередь доступны. Да, мы четко знаем, да, нашу целевую аудиторию, да, то есть, да, у нас есть люди, у которых достаточно высокие чеки, да, достаточно крупные суммы они у нас держат. Вот этот вот трасти мы заслужили. Да, своей работой. Но мы четко знаем, что это не наша целевая аудитория, да, что скорее, да, когда такие люди приходят, мы, конечно, очень рады, да, их доверию, того, что они верят в нас, в наш проект, готовы с нами работать, доверяют нам свои средства. Да, и мы осознаем четко ответственность, да, которую там несем перед такими людьми. Но если мы говорим там про фактически нашу целевую аудиторию, у нас нет здесь розовых очков. Мы точно понимаем, да, вот эти вот макроэкономические данные, да, на уровне республики. Поэтому мы знаем, что там, если мы будем ориентироваться в какой-нибудь в десятку баксов чек, то много откликов мы здесь не найдем. Мы хотим сделать такой вид инвестирования доступным. Да? То есть, предполагая, что мы хотим предоставить пользователям в первую очередь дозволенные, да, способы заработка, чтобы они там чувствовали себя комфортно, да, именно здесь, нельзя делать чек высоким, да, потому что вы сразу же отрубаете, да, такую возможность у огромного слоя населения, у которых, скорее всего, очень скромные заработки.
Да? А когда мы говорим там о скромных заработках, то скорее мы здесь тоже пользуемся статистикой. Да, это какие-то там 300-400 долларов, да, по стране. Возможно, в Ташкенте, конечно, много побольше. И, соответственно, даже если у таких людей присутствует паттерн, да, каких-то накоплений, да, то, опять-таки же, это в районе 10%. Поэтому мы никак не можем себе позволить ни по каким моментам, да, там, сказать, что, знаете, а теперь чек будет. Получается, все же у вас, как у продукта, например, две цели сейчас, на котором вы сильно акцентируетесь. Это в первую очередь дать людям покупать с помощью исламского финансирования, то есть халяльные рассрочки это назовем. Это называется так. Второе – это дать людям возможность зарабатывать на халяльных рассрочках. Точнее, не поставить депозит в банке, где считается не халяльным, да, а именно халяльно зарабатывать деньги. Да. Расфокусировки не становится, то есть нету такой расфокусировки между этими двумя целями. То есть у вас там две больших задачи. Одно, другое. Я бы как здесь рассуждал, что все-таки одно без другого не может существовать, да, что мы все равно не какие-то там ортодоксальные чуваки, да, что мы там все равно, когда говорим, да, про привлечение, выдачу, мы понимаем, да, что это классика рынка, да, что там заработок появляется от тех, да, кто берет, собственно, товары в рассрочку, да, выплачивает с какой-то прибылью. Поэтому одного без другого существовать в принципе не может. Но преследуются, да, вот эти вот сразу же параллельно две эти большие миссии. Того, чтобы люди могли себе позволить, да, приобрести то, что они хотят, да, с рассрочкой, при этом то, чтобы это полностью, чтобы они чувствовали себя комфортно, да, чтобы это полностью соответствовало их принципам, их видению, да, вот как они видят свою жизнь, чтобы такой инструмент у них появился. И с другой стороны, чтобы у людей, которые хотят заработать, чтобы у них тоже не было никаких договоренностей, да, с самим собой, да, там, на какие-то уловки, хитрости, чтобы они могли получать точно такой же, так сказать, дозволенный доход. Смотрите, получается, мы там маленький такой момент сравним. Мы не будем сейчас говорить о том, чем отличается именно вложение в Иман от традиционных вкладов, потому что чуть это другая тема, и вы можете погуглить, чем отличается это. Возможно, мы там в комментариях какие-то ссылки дадим. Но все же, насчет процентов все же скажем. Например, во вкладах в Узбекистане порядка максимальный, мне кажется, вклад – это 26%, которые дают банки. Сколько можно у вас зарабатывать? Например, я вложил там $1000, и сколько я могу в течение месяца, полгода, год заработать от этих 1000? Опять-таки же, мы как выстроили свой продукт, да, тоже поняли, что его очень часто как раз-таки сравнивают со вкладами. Да, поэтому механика там применена та же самая, да, что мы разделили это по срокам. Да, у нас сегодня в инвестиционном приложении существует там 3, по сути, вклада. Да? Не цели, чтобы кого-то там обидеть, да, или то, что я не понимаю, о чем я говорю, просто чтобы там, для слушателей, да, было понятнее. Да, было понятно, да, что это работает как вклад. Да? Он сегодня разбит на 3 продукта. Это на 12, 18 и 24 месяца. Сегодня в наших продуктах можно заработать от 20 до 27 годовых. 20-27% годовых – это от чего зависит? То есть, например, я вложил, получается, $1000 на 12 месяцев. То есть, все же какую сумму я заработаю? Это 1200 или 1270? На 24-месячный как раз срок у нас предполагается доходность до 27%. Точнее, она должна быть ориентировочной, да, 27%. То есть, я неправильно выразился, когда сказал «до». Она может быть больше. Да? Но порядок 27, он наступает как раз на 2-летнем периоде. На 18-месячном периоде это в районе 24%, на 12-месячном периоде это
20-22. Все же я спрошу такой момент, то, что я не из финтеха, и мне очень сложно, на самом деле, сейчас вот этот порядок ставить. Я так понимаю, что в исламе очень сильно строго запрещено проценты делать. То, что там размыто, то, что не совсем понятно, ты сколько заработаешь. И то же самое по рассрочкам вы так делаете. Вы выкупаете этот товар, продаете уже по точной расценке, например. Да? Вот здесь, когда я вкладываю эти деньги, у меня будут какие-то конкретики, сколько я от этого заработаю, или же все же непонятно, сколько это будет. То этот процент, вот вы говорите, что в отрезе какого-то процента. Как я могу это понять? Это 20%, это 22%, это 25%, 27%, 30%? Видите, здесь не совсем так. То, что говорится именно с точки зрения исламских финансов, что там, наоборот, не должно быть недосказанности. Да? Должна быть конкретика с точки зрения именно наших с вами, например, да, взаимоотношений, с точки зрения сделки. Но не может быть конкретики с точки зрения прибыли. Опять-таки же, это подразумевает именно партнерский заработок, да, вот, что мы, как партнеры, да, вступаем вот в эти вот бизнесовые, да, взаимоотношения, да, и что я, как ваш управляющий, да, получаю право на распоряжение этими средствами. Но не могу вам гарантировать успешность, да, своей именно предпринимательской деятельности. Да? То есть здесь вот четко тоже соблюдается вот этот вот, что мне очень нравится, что здесь тоже соблюдается очень четко принцип именно предпринимательского риска, да, что это вот бизнес, который вот на этом строится, да, на этом понятии. И что это не может быть там гарантированной доходности. Но в чем будет конкретика? Да? О чем мы с вами должны договориться? Что данные средства я у вас возьму на определенный срок. Что данные средства будут использоваться в соответствии тоже с нашими принципами и понятиями. Что данные средства, результат данных моей потом деятельности мы будем с вами четко делить. Да? И эта пропорция она должна быть четко соблюдена. А уже вот когда мы говорим про результат, тут он очень сильно зависит именно от операционной эффективности нашей компании. Да? От того, как хорошо мы выстраиваем внутри нашу торговлю, как хорошо то есть насколько хороших партнеров мы привлекли, да? Насколько хорошо мы там проскорили наших потенциальных заемщиков, насколько хорошо мы там продали, да? То есть насколько хорошо мы занимаемся маркетингом, насколько хорошо мы взыскиваем, да? И от этих вот многих факторов, да, потом зависит уже финансовый результат, конечно, которым мы очень на ежедневной буквально основе стараемся выдерживать. Да? Потому что это ежедневное четкое планирование, да? Постоянное пересобирание плана факта, пересобирание прогноза, постоянная работа с партнерами, да? Определение, например, той же самой наценки, маржинальности, вопрос потоков. И эта вся история, она очень динамичная. Потому что у нас суперпрофессиональная команда, то, что касается рисков. Соответственно, у нас в динамике отслеживается там, вопрос показаний там, надежности портфеля, да, и в моменте принимаются решения, что мы, например, там, то есть мы повышаем, понижаем риск-аппетит, мы идем в эту историю, идем в этот регион, идем к этому партнеру, в этот филиал, или начинаем переставлять, например, там объем. Да, то есть это абсолютно вот эта вот история, которая требует ежедневной работы, только лишь для вот поддержания вот этого доверия, да, вот пользователей, потому что мы четко осознаем, да, нашу ответственность, что у нас есть реально там почти 20 тысяч людей, да, перед которыми я и моя команда прям головой отвечаем. Все верно. Как мы ранее говорили, два продукта, и одно, точнее, они очень сильно связаны. И первое же то же самое заработок, от второго очень сильно зависит. То есть, если люди хотят заработать, и от того, что вы продаете, точнее, ваши партнеры через вас продают в рассрочку, сильно зависит, что получается. И возвращаясь, например, к цифрам насчет ваших партнеров. То есть мы можем как-то это оценить? Есть какая-то метрика, по которой мы можем понять, например, на данный момент, на сегодняшний день, насколько эффективны ваши партнеры, которые привлекают, точнее, продают ваши товары, товары через вас.
насколько часто они пользуются вами, потому что сейчас на рынке довольно-таки много альтернатив. Это тот же самый Олив, Узум и другие, которые предлагают халяльные рассрочки. То есть как часто вас выбирают и какой объем продаж? У нас отличный объем продаж. Я думаю, что на сегодняшний день на самом деле мы можем продавать значительно больше. То есть просто увеличив свой риск-аппетит, поняв, что да, именно здесь и сейчас мы готовы это реализовывать, да, наш сегодняшний операционный состав готов работать с этим портфелем. Опять-таки же, видите, очень много акцента делаю, потому что, видимо, это моя такая боль, да, с которой я вот постоянно работаю, отслеживаю постоянно вот эту операционную нагрузку. Да, здесь очень важно вот выстроить этот баланс, потому что мы можем позволить себе продавать в 3 раза больше. Да? Наш отклик наших партнеров, наша скоринг-система, она готова на это. Готовы ли мы на это операционно? Да? Вот готовы ли мы так быстро расти? Будет ли завтра это здоровый баланс, в том числе, чтобы мы могли ответить, опять-таки же, перед людьми, которые на нас поверили? Вот эти вопросы я задаю себе постоянно, да, прежде чем принимать какое-то решение об очередном росте. Но если говорить про наших партнеров, на сегодняшнем даже количестве, да, в количестве 400, мы видим огромный, колоссальный отклик, да, того, что нашим продуктом и вправду очень сильно интересуются. А какой объем? Это в процентах? Ну, точнее, даже я не знаю, как это в процентах считать, а именно в количестве, может быть, в отрезке какого-то времени, или как это оценивается в вашем случае? То есть, например, вы говорите, что довольно-таки много продаж, то есть объем большой, и вы говорите, что ваша команда может выдержать X3 этого объема. С чего нам отталкиваться? То есть, какую N цифру поставить, чтобы понять, X3 это что? Чтобы вам были ясны наши объемы роста, да, и насколько мы можем хорошо продавать. Я вам сказал, что наш сегодняшний портфель, он примерно составляет, по-моему, 1 12 000 000. Да? Я еще сказал, что такого результата мы достигли за 10 месяцев, когда мы выросли в 3 раза. Это, получается, было порядка 34 миллиона, да. Получается, который вырос до 12. Вот за 10 месяцев мы выросли в 3 раза. Вот. И понимаю, да, что одно не может расти без второго, да, то есть без инвеста не может расти продажа, и тот вырос в 3 раза за 10 месяцев. Хорошо, смотрите, получается, вы выдаете, как называется, грубо говоря, рассрочки. Это определенные деньги, которые вы даете своим клиентам. То есть, точнее, вы не деньги даете, вы, лучше уточним этот момент. Вы закупаете за клиента этот товар, и этот товар перепродаете ему. Да. Да, но это важная деталь. Да. Получается то, что, например, клиент к вам обращается, хочу купить ноутбук. Вы покупаете у этого мерчанта этот ноутбук, ставите свою наценку, говорите клиенту эту наценку, и он соглашается, и вы ему продаете, и он потом по частям это оплачивает. Верно, это так работает. В традиционной рассрочке, когда человек, получается, не успевает оплатить или не оплачивает, в срок поставленный определенному платежу, ему накапливается дополнительная пени или проценты. В вашем случае вам нельзя проценты ставить. Получается, вы процент не можете на просрочку оплаты поставить или можете? По идее, гипотетически, я могу ошибаться, но у нас были такие рассуждения, были такие разговоры. Гипотетически мы можем это делать. То есть исламский закон, который называется мурабаха, она позволяет. Да, это дозволено. Вопрос, видите, в том, что вы делаете с этими средствами. То есть, насколько я знаю, наши уважаемые коллеги, партнеры из Олифа, они, по-моему, у них есть такая практика. Это вот от кого-то я слышал, да, от сотрудников, что такая практика ведется. То есть, получается, процент ставится все же? Вопрос того, куда он направляется. Вот это очень важная деталь. То есть, данные средства, насколько я знаю, они потом могут быть направлены исключительно на благотворительность. Да. Если такие средства направляются на благотворительность, то, да, и вправду, тот человек, да, для которого вы этот товар выкупили, он тоже вступает с вами в определенные взаимоотношения. Да, он говорит тебе, что да,
я готов тебе платить, да, я согласен с этими условиями, я оплачу тебе в срок. С ним тоже заключаются все эти отношения. Когда он эти взаимоотношения нарушает, да, к нему и вправду могут быть применены самые разные санкции, да, в том числе финансового характера. Но если классические рассрочки, да, или, например, там какие-нибудь банковские кредиты классического характера, да, они используются, да, начисляются ежедневно. И в виде заработка они получают. Да, потом это является доходной частью непосредственно финансовой такой организации. Более того, если что, у банков есть четкие регуляции, да, от Центробанка по тому, сколько максимум они могут туда типа накинуть, да, то есть это еще четко отрегулировано. Где коллекторы могут начать уже звонить. Да, то здесь, да, мы не говорим о заработке, то есть мы здесь будет полностью прозрачная история, да, то есть нас проверит независимый Sharia Compliance, да, подтвердит, что если мы начнем заниматься такой деятельностью, если мы, как иман, все-таки начнем взимать какую-то, применять какие-то финансовые санкции, да, в отношении пользователя, который нарушает, да, рассрочку, условия рассрочки, то мы 100% перенаправим данные средства на благотворительность. Вы давно работаете, 5 лет уже, да. И вы, мне кажется, уже огромное количество товаров дали в рассрочку. Ну, да. И, соответственно, мне кажется, что невозможен тот случай, что не было ни просрочки. Ну, точнее, просрочки вот этих платежей. Mm-hmm. И как вы решали вот эти моменты? Например, я взял тот же самый ноутбук с вашей помощью и не оплатил. То есть первый месяц у меня там должен быть получается, процент, я должен оплатить. Точнее, не процент, а какую-то часть этого оплаты, которую вы мне там выделили деньги и купили мне товар, я должен вам оплатить. Но я не оплатил. Прошло 10 дней, грубо говоря. Вот такая история. Что со мной случится в вашем кейсе? То есть, если там коллеги из Алифа, я не знаю, они следят, это прям точно. То есть, я благодарю их за то, что они там слушают, дают обратную связь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы работаете именно в этом случае. Это будет очень отличный кейс. И, соответственно, как вы работаете вы в этом случае. Видите, здесь важна очень сильная специфика. Очень много деталей, да, которые предварительно будут проанализированы, прежде чем начать с вами работать как с человеком, который почему-то по тем или иным причинам решил данную рассрочку не оплачивать. Да, тут вопрос скоринга. Тут будет собираться очень много данных, которые покажут, во-первых, вы как заемщик, когда приходили, да, какой скоринг вы проходили, да, насколько вы там, вас система, да, вот аппроксимировала, да, с точки зрения возврата, да, почему она вас доверила. В каком регионе, да, вы взяли рассрочку, у какого партнера, какой платеж вы нарушили. То есть, очень много паттернов, которые, триггеров, маркеров, да, можно по-разному это называть, которые сработают и будут вас идентифицировать как человека. То есть, это опять будет, да, все аппроксимация в сторону того, что вы намеренно пытаетесь не платить, или все-таки это условия, да, вот те кондиции, в которых вы сегодня находитесь, они объективны, да, и именно они вынудили вас, да, вот сегодня там, не оплатить такую рассрочку. 2 сценария посмотрим. Первый сценарий: я прошел по вашему скорингу хорошо, но я не оплатил. Причины неизвестны. Причины, там, грубо говоря, я не оплатил из-за того, что я забыл. В этом кейсе как вы реагируете на этого, получается, все же клиента? Видите, вы не можете забыть, потому что... Нет, технически, конечно, это можно сделать. Потому что у нас мы все-таки как финтех, да, мы не можем там, я не знаю, действовать как какой-нибудь там классический ритейлер со своей рассрочкой, да, например, у которого в договоре написано, что вы сами должны вносить платеж. Мы все-таки стараемся быть технологичной компанией, да, точнее, мы есть технологичная компания, да, и эти механизмы мы применяем на всех этапах нашей там, жизнедеятельности. Поэтому у нас работают механизмы автосписания. Поэтому вы... Автосписание с чего?
с банковской карты, которую вы привязали на момент прохождения скоринга. То есть вы уже привязываете. Да, то есть сразу же, когда вы только являетесь потенциальным заемщиком, да, только подаете свою заявку, нам и вправду важно посмотреть ваш, грубо говоря, торговый баланс по вашей карте. Да, то есть какие у вас поступления, что вы делаете, на что вы тратите. То есть ваш вот этот вот хэббит именно как человека, который живет, да, у него есть очень много разных сфер, на что он тратит, куда он тратит, как он получает. Вы видите эти деньги, получается. Да, то есть вот этот потребительский хэббит мы четко фиксируем. Вот. Поэтому вы и предоставляете, да, на момент займа, на момент оформления, да, вот этой вот рассрочки, в том числе информацию о ваших там реквизитах вашей карты. Да? И мы говорим, что это будет работать механизм автосписания. То есть получается, в договоре это есть. Да. Вам не нужно идти там, в платежные какие-нибудь сервисы, да, вбивать ваш номер договора, знать четко сумму и так далее, и так далее. Наши механизмы, они сами отработают. Поэтому, да, технически вы вправду могли забыть внести, пополнить свой баланс. У меня в карте денег нет. Какие санкции меня ждут? Я вот пытаюсь понять. Потому что я вот когда читал про Мурабаха, я читал и смотрел, ну, то есть как было прописано в Википедии, в других этих, если я не возвращаю эти деньги, финансовая организация меня обяжет идти и платить энную сумму в благотворительную организацию. То есть вот такой там метод, который использует, грубо говоря, то, что было прописано. Вы сказали, что, возможно, коллеги из Алифа используют надбавку процент, который, в свою очередь, потом направляется в ту же самую благотворительную организацию. В вашем кейсе, то есть какой из методов она применяется? Да, у нас штрафные санкции не предусмотрены. Вы никогда ни на каком из этапов, сколько бы вы ни просрочили, вы никогда не попадете на какие-то штрафные санкции. Процент, штраф, ничего нет? Ничего не будет. Мы не будем бить вас там дальше по карману. Ни в коем случае. Но, опять-таки же, видите, что я сказал, да? Очень важно, чтобы мы вас идентифицировали, да? Вы намеренно не платили? Или не намеренно, да? Для этого у нас есть там очень много данных. Если мы там удостоверимся, что вы платите намеренно, не платите намеренно, скорее всего, вы сразу же попадете на исковое. То есть мы вас очень быстренько, да, протащим по процедурам, когда поймем, что этот человек специально не платит, но намеренно, да, все, надо действовать уже решительно. Да. Мы четко понимаем, что мы теряем эти средства. Да. Мы там, опять-таки же, это вопрос нашей ответственности перед инвесторами. Нам нужно реагировать очень быстро. Что мы сделаем? Мы пройдем все, так сказать, legal процедуры. Да. Юридические процедуры. Да, юридические процедуры, которые необходимы для того, чтобы мы юридически имели право взыскания нашего долга. Да. Если же мы поймем, что это было сделано ненамеренно, да, что и вправду просто такая ситуация у вас возникла, скорее вы просто будете относительно часто общаться с нашим колл-центром, да, где сидят там специальные сотрудники, это называется soft collection, да, которые будут звонить вам, уточнять, когда вы, собственно, сможете погасить эту задолженность. Потому что для нас это важно. Да? Вы сказали, в первом случае, если мы там намеренно не погасили этот кредит, получается, будут применены, точнее, вы пройдете по юридическим моментам, да. И, соответственно, это какие-то административные нарушения или же со стороны законодательства это уже рассматривается или как? Нет, что будет? Это как в любой, я думаю, организации. Я думаю, все так работают. Любые другие тоже финтеки смогут это подтвердить, что в отношении там, такого заемщика, да, который не хочет платить по тем или иным причинам, да, не платит вовремя по рассрочке, в отношении него будет написано исковое. Да, такое исковое будет направлено в суд. Суд по такому, он будет рассматривать это дело, выдаст свое какое-то постановление суда. Дальше такое постановление будет направлено в Бюро принудительного исполнения. Бюро принудительного исполнения? Я могу ошибаться в терминологии, МИП. Понятно то, что, получается, клиент вам не оплатил намеренно, вы это
подтвердили каким-то образом, мы сейчас в детали не будем уходить. Получается, вы посмотрели все юридические части, передали дело суду. Суд с помощью своих инструментов теперь заставляет этого человека, который брал эти деньги в каком-то формате, не деньги, получается, купил этот товар с помощью этих денег, оплатить вам. Да, будет взыскивать. Да. И эти деньги, получается, куда будут направлены? В благотворительность или же... Нет, эти деньги у нас не направляются в благотворительность. Опять-таки же, мы не взыскиваем что-то сверх того, что мы продали такому покупателю. То есть, это все в рамках того же договора, да, по которому у нас приобрел какой-то товар, да, с разными условиями, кстати, там, с наценкой, да, возможно. Мы будем взыскивать эту сумму, то есть, через официальный орган, да, государственное взыскание. Такие деньги, они будут направлены обратно нашим инвесторам. То есть, получается то, что в любом случае деньги так или иначе вернутся в... Да, они вернутся или в торговлю, да, они так или иначе вернутся, нашим инвесторам. Да? Ну, получается, куда были предназначены, туда и вернутся. Теперь такой вопрос. Получается, какой объем продаж, ну, то есть, например, у Олив, там то же самое у Zoom Asia, они говорят про то, сколько они там примерно в месяц по данной системе продали, в рассрочку дали. Или там какой объем у них в месяц или в год. То же самое там, мне кажется, если я не ошибусь, за последний год у Олифа было порядка 120 миллионов, у Zoom было 135. Если я могу ошибаться в этих цифрах грубо, но порядка где-то близко к этим цифрам было. Миллионов долларов, получается, они давали в рассрочку. Да. А у вас как? В год давайте возьмем все же. Видите, это та же самая арифметика, да. Я могу повторяться, что вот за вот эти 10 месяцев мы выросли в 3 раза, да, то есть это вот как раз вопрос к нашему портфелю, да, в том числе рассрочек. То есть за этот год мы примерно продавали как раз на 8 миллионов. Но это очень скромно, да. Ну, на самом деле, да, но все же это 8 по сравнению с другими, это, возможно, скромно. Но это довольно-таки большие деньги. Ну да, мы опять-таки же, да, вот все в сравнении. Все познается в сравнении, да. Вот наши там многоуважаемые, да, коллеги, да, по финтеку, по там рассрочкам, они вправду там показывают, да, колоссальные объемы. Я верю в то, что мы там, что они нас когда-то заметят, да, на этом рынке, что мы, да, там, сможем быть достойными конкурентами. Но пока что, да, мы вот работаем в рамках своих скромных объемов, но при этом, да, мы вот за этот год, да, выросли в 3 раза. Примерно на 8 миллионов долларов. Примерно, да. Я думаю, что да. Какой процент невозврата? То есть, есть иной процент, который, получается, клиенты не возвращают так или иначе, и с помощью которых, с помощью регуляторов, с помощью ваших внутренних правил вы возвращаете эти деньги. И, соответственно, она будет иметь некий лендмарк, ну, метку того, что этот человек там обратно не вернул эти деньги по собственному желанию. И он с помощью каких-то инструментов, получается, его вернул. Да, видите, тут, как я сказал, мы можем сильно увеличить наш риск-аппетит, да, но сегодня мы двигаемся очень консервативно, потому что не хотим нарушить все-таки вот эти обязательства, да, перед инвесторами. Потому что это для нас очень важно, не подрывать этого доверия. Поэтому у нас сегодня очень низкий, во-первых, как процент одобрения, так и вот этот вот процентный возврат. То есть он у нас, наверное, колеблется от 5 до 10%. Да, что вот человек, который прям, ну вот теряется, да, вот прям, ну сильно теряется, ну вот не выходит на связь, и там механики автосписания, они не работают, то есть надо с ним плотнее работать. Получается то, что сейчас, грубо говоря, вы сказали, что у вас довольно-таки большие объемы, и вы выросли на 8 миллионов, то есть сравнительно того же там начала года вы выросли на 8 в 3 раза. И это с учетом того, что вы минимально, то есть какой процент от общего количества заявок вы одобряете? Вы говорите, что это низкий процент. 40%. 40% от 100%. Да, то есть у нас 4 из 10 получат, скорее всего, нашу рассрочку. Примерно вы могли в год заработать порядка там 10 миллионов, но вы, получается, точнее не 20 миллионов долларов, но вы, так как только 40% одобряли, вы получили примерно там 8 миллионов. Да, то есть мы видели, мы знаем то, что
у коллег, ну, то, что из тех источников, которые они публикуют, да, мы тоже там свои маркет-сайзы делаем, видим, что у них, по-моему, одобрение там в районе 8 человек. Да, 8 из 10 у них получают одобрение. Мы понимаем то, что на их масштабе они себе могут это позволить, да, в силу там структуры их капитала, да, вопрос источника денежных средств, да, на что они используют, на какие деньги они существуют, в силу своих каких-то там технологического развития, да, развития своего штата, да, вот механизмов взыскания, они и вправду могут позволить себе повышать этот риск аппетита. Сегодня, да, вот у нас где-то вот 40% одобрения, и этого вот нам хватает, чтобы показывать хороший результат, вот постепенно расти, да, при этом, опять-таки же, выдерживая, да, свои обязательства. Тут, получается, это порядка, грубо говоря, 20 тысяч инвесторов со стороны и десятки инвесторов, которые венчурных фондов и ангелов к вам привлечены. Как вы, получается, как часто выходят ваши вот эти инвесторы, которые... Как их можно называть? Как вы называете? Инвесторы, которые венчурные, и инвесторы, которые в оборот, получается, деньги дают? Как вы их... Ну, вот если мы, например, там будем говорить про Iman Invest, да, то это всегда вот деньги, которые попадают только в оборот. Да, то есть, если мы как бы устаканимся, что там с продуктовой точки зрения, да, это всегда про оборот. То есть, эти средства, которые будут привлечены, направлены в торговлю. Если мы говорим там про венчуров, да, то это скорее уже там, они не заходят, да, в эту историю. Да. То есть, они не финансируют. К 12 миллионов они не заходят. Да, то есть, они туда отношения не имеют. Потому что эти средства, они скорее идут на вопросы масштабирования, да, то есть, нам, например, нужно расширять штат. Нам нужно продуктовое, да, какое-то развитие, да, нам сегодня нужен буст. Соответственно, эти средства, они всегда идут именно на развитие компании. Сейчас, получается, как вот из 50 тысяч инвесторов зашли и вышли в каком-то мере. 20 тысяч на данный момент примерно, 17-18 тысяч на данный момент активных инвесторов в оборот у вас есть. Какой минимальный чек, это понятное дело, что у вас получается 500 тысяч сумм, это плюс-минус $43-45. Средний чек какой и самый крупный? Так, средний, он примерно, наверное, на 10-20% отстает от среднего чека, то, что мы видим в магазинах. То есть, я думаю, что если мы продаем в среднем по $450, то вот, наверное, где-то на $350 у нас будет средний чек. Не, я что имею в виду? Точнее, не то, что средний чек рассрочки, а именно средняя сумма инвестиций. То есть, это получается... Да, $350. Вот он где-то вот так вот и отстает. То есть, мы вот в среднем на такую сумму продаем. Я примерно понимаю, что вот где-то $350 это наш средний инвестор, средний чек. А максимальный, я помню, даже вот на прошлой неделе, вот 100 тысяч было. $100 тысяч? Да. Получается, инвестируют $100 тысяч, и вы, получается, в оборот это все берете. И этих инвесторов, получается, независимо от стран вы можете принимать. Потому что, как я понял, вы говорите о том, что Iman Invest – это, скорее всего, старая статья, 22 год. Написано было, что Iman Invest управляет капиталом $1,2 миллиона от 1000 разных инвесторов из 60 стран, разных стран мира. Это как? Видите, в основном это... Нет, основная масса наших, конечно, пользователей, да, вот они все равно из Узбекистана. Вот, если говорить географически. И говорить про... Если мы говорим там про вопрос, какое гражданство у них имеется, скорее всего, по-моему, они около 100% будут гражданами Узбекистана. Вот. И другое дело, то, что к нам, да, поступает очень много разных заявок, да, точнее, вот наш там кастомер в нашу поддержку, либо там в форме пишут. Либо Умед пишет.
Да, да, то есть С узбекским гражданством. Да, вот от разных источников приходят, правда, вопросы о том, что как я могу инвестировать там и с той стороны, и с той стороны, и из этой. Вот. Но чаще всего это, кстати, страны, вправду, относительно ближнего региона. Вот куда у нас чаще всего, например, ребята ездят, ну, в том числе на заработки, да, это вот Южная Корея, это Россия, это Казахстан, Кыргызстан. Меньшее, конечно, количество людей, которые там такими вопросами задаются из стран Европы. Да? Вот. И здесь вопрос только географии. Да? То есть там, это, я думаю, что такая статья, она была написана в контексте вопроса географии таких инвесторов. То есть они могут просто проживать географически в разных странах, но сами, наверное, скорее всего, являются гражданами Узбекистана. И тут вопрос того, как ты им донесешь и объяснишь, либо обеспечишь вот этот процесс инвестирования. Да? То есть у них, они потом впоследствии такими костыльными достаточно методами инвестируют. То есть они там либо направляют родственникам, да, потом они могут либо через виза-карту. Вот у нас сегодня, по-моему, есть пополнение через нашего платежного партнера. Мы принимаем виза и виза-карты, да. Можно инвестировать в долларах. Не знаю, должен ли быть это обязательно эмитент узбекский банк, но во всяком случае такая возможность появилась. Вот, поэтому да, у нас и вправду, наверное, может быть широкая география, но в количественном выражении, наверное, этих людей будет очень мало. Понял. То есть, получается, в любом случае иностранец может инвестировать в Иман, как в оборот. Не как венчур, а как в оборот. Например, у меня там, грубо говоря, получилось внести деньги и вывести деньги. Я не гражданин Узбекистана. Соответственно, это, скорее всего, возможно. Да. Здесь может единственное существовать, здесь существует процедура вашей идентификации, и вопрос, вот успели вы ее пройти или нет. Но это обязательное условие. Сегодня мы, конечно, там уже выкрутили продукт настолько, что он не позволяет вам дальше с ним коммуницировать, да, до тех пор. То есть ваши средства будут работать, все будет хорошо, да, вы уже будете являться партнером. Нужно будет пройти вот эти вот юридические моменты, да, когда мы должны вас идентифицировать, да, когда вы должны пройти идентификацию через MyID, мы вас должны подтвердить, зарегистрировать, вот эти вот все моменты как бы обозначить. Ну, получается, я не гражданин, но у меня есть вот эти One ID и так далее, поэтому, скорее всего... Окей, то есть, если вы есть в системе, значит, нам, грубо говоря... Ответ пришел. Ответ пришел, да, что все окей, можем его регистрировать. Если у пользователя таких данных в системе нет, я думаю, что его реджекнут, или у него должен быть PNFL. Да, у меня PNFL есть, поэтому, скорее всего, из-за этого меня одобрят. Тут кейс уже, то, что я тут, даже если не резидент, я живу здесь, я тут имею эти данные. А как вы дружите или не дружите с вашими партнерами по цеху, коллегами по цеху? Это Алифом, Узумом и другими, получается, сервисами рассрочки? Ну, я знаю, что мой глубоко уважаемый друг и кофаундер Рустам, знаю, что с фаундерами Алифа общается. Они периодически пересекаются на различных мероприятиях. Знаю, что, возможно, даже потенциально я могу предполагать, что у них даже есть какие-то личные чаты, да, такой личной коммуникации. Вот такой коммуникации, да, вот я вот знаю, что вот это вот происходит. Я же, наверное, постольку-поскольку. По-моему, у нас вот как такового общения нет. То есть я не хожу на мероприятия. Для меня, например, там вопрос подкастов, да, это вот для меня что-то очень новое. Я очень благодарен за то, что приняли приглашение. Да, то есть для меня такой очень новый опыт. Я не хожу на какие-то тусовки, про какие-то там конференции. Я бы, наверное, хотел бы, но вот честно не получается. Но какое-нибудь такие мероприятия посещал. Поэтому я не встречаюсь с коллегами по цеху, не общаюсь с ними, не коммуницирую, что, возможно, является там большим упущением, да, потому что я и вправду в первую очередь рассматриваю их вправду как коллег, да, как старших коллег, да, которые, возможно, там могли бы каким-то опытом поделиться, да, своим каким-то видением. Это и вправду частенько бывает полезно. Вот. Но вот пока что вот в этом есть, да, большое упущение.
что я вот никак с ними не коммуницирую. Ну, поэтому тут выражение конкурента использовать чуток не очень, поэтому коллеги по цеху, мне кажется, все же, или партнеры по цеху все же лучше, потому что рынок один, он оценивается на 450-500 тысяч долларов, и мы надеемся, что они вырастут до миллионов долларов, и, соответственно, этот пирог, который там настолько стоит, его вы делите. Соответственно, конкурентами называть то, что там кто-то пытается кому-то подножки ставить, не совсем хорошо. Но это на самом деле радует то, что вы дружите, то, что вы коммуницируете и развиваете продукты на одном рынке. Это очень хорошо. Последний вопрос по Иману. Какие планы? Куда вы двигаетесь? Мы недавно как раз об этом очень много беседовали. Мы очень много смотрим на наших коллег, да, по рынку. Видим, какие они большие, что они могут себе сегодня позволить очень много проектов. На нашем масштабе, вот мы недавно обсуждали, что нам нужно очень сильно держать фокус, особенно с части, которая занимается заработком. Поэтому мы будем дальше очень много работать над эффективностью нашей рассрочки. Будем просто масштабировать ее вширь. Да? Сегодня там эти процессы, они выстроены, они выточены, они там постоянно проходят аудиты, они дотачиваются, да, с точки зрения соответствия принципам. И нам надо просто масштабировать, да, эту историю. Она очень хорошо работает, она очень хорошо зарабатывает. Все, что нам нужно делать, это просто продолжать ее эффективно масштабировать. Это то, что касается рассрочки. По инвесту, на самом деле, планы несколько интересней. Да, там, для нашего пользователя в инвесте мы хотим предоставить уже диверсификацию. Мы вот в этом направлении смотрим. Мы хотим дать ему больше, да, возможностей для инвестирования. И уже не хотим ограничиваться только рассрочкой. Мы хотим дать ему доступ, вот, куда мы сегодня четко смотрим, это там следующий рынок недвижимости. Недвижимости именно с точки зрения уже создания для нашего пользователя рентного дохода. То есть не только процентного, да, когда там очень много там разных рисков, но и создание рентного дохода. И таким образом диверсифицировать для него и доходную часть, и часть рисков. И создать для него новые механики, да, чтобы он, например, там, мог почувствовать себя там, теперь инвестором, например, вот и по теме недвижимости. То, что касается продукта, мы, по-моему, вот как раз и нащупали сейчас одну фичу. Инвеста? В целом пользователя. Да. По-моему, мы вот что-то поняли про вообще паттерн поведения пользователя в Узбекистане. Да, и я думаю, что мы будем стараться вот этот следующий год начинать как раз с роста. Я пока не хотел бы там четко говорить про эту идею. Я думаю, что в скором времени рынок увидит это, да, как это работает, потому что мы долго к этому готовились. Вот то, что мы поняли про нашего пользователя, сейчас это вот прям будет в релизе. Сейчас это у меня с понедельника должен быть тест. Так, ну это, наверное, привет моей команде. Я в понедельник жду релиза, если что. Выпуск выйдет в конце следующей недели. Мне кажется, до этого момента релиз точно будет. Я напишу в комментариях. Нет, вы мне вышлите пост, я опубликую отдельный пост. Я как раз, как называется, у нас на тот момент будет уже публикация нашего подкаста. И на тот момент уже мы можем полноценный пост в Телеграм-канале сделать. Там тоже аудитория порядка 2000 людей, довольно-таки интересных игроков из рынка сидят. Поэтому им тоже, мне кажется, будет интересно. В отрезке какого времени первые два момента, которые вы затронули, планируется сделать? Не фичу, которую вы говорили, что... На следующей неделе вы планируете его выкатить. А то, что, получается, рынок недвижимости. Да, вот как раз тоже недавно у нас появилась практика, что мы теперь на наши демки еще приглашаем наших инвесторов, которые, собственно, должны видеть, чем занимаются команды. Да, которые... Каких инвесторов? Давайте Ритейл. Да, то есть, которые финансируют именно оборот. А как вы их определяете? То есть у вас их довольно-таки порядка 20 тысяч, у вас, мне кажется, стадион собрать надо. Да, я вот постоянно сижу в чате, постоянно у нас есть там специально созданный форум, где мы позволили нашим инвесторам друг с другом коммуницировать, общаться, задавать какие-то вопросы, да,
возможно, высказывать какие-то там сомнения, там, консерны, и чтобы они как бы друг друга вот так вот с этой коммуникацией закрывали. И мы заметили паттерн, что они, оказывается, у них появился соревновательный момент. В накоплении. Кто больше? Да, кто больше, кто быстрее достигнет своей цели. Мы этот паттерн выцепили. Мы выцепили эту когорту. Геймификация. Да, это тоже вот то, к чему мы придем в скором времени в нашем продукте. То есть это очень круто, что они сами образовались, да, в рамках комьюнити образовались небольшой свой комьюнити, в свою какую-то тусовку, и там тусуются по своим правилам. Соответственно, у нас там не было там какой-то большой выборки, мы сказали: о, круто, типа, вы настолько вовлеченные, у вас такой высокий engagement, давайте мы вас возьмем, пожалуйста, приходите, мы хотим перед вами отчитаться, да, хотим показать, что мы делаем, как развиваемся, какие у нас планы. Приходите, пожалуйста, будьте нашими гостями. Мы их вот выцепили, да, и это им показали. На этой же встрече мы как раз, да, очень много говорили про вот эту вот инициативу по недвижимости. Она сейчас очень много считается, там разрабатываются различные кейсы. Можно четко, я могу единственное, что сказать, что это проект будет связан с коммерческой недвижимостью. Это, скорее всего, будут проекты в виде габов до 300 квадратных метров. И мы смотрим в сторону стрит-ритейла. Вот. Это вот прям такой достаточно перспективный большой рынок, который нам интересен. И в котором мы видим толк, который даст доходность нашим инвесторам. Мне бы хотелось внутренне, чтобы этот рынок запустился с Нового года. Вот. На данный момент мы только будем... Сейчас мы считаем, у нас готовы продуктовые экраны, у нас готовы гипотезы, мы готовы там выкатить на какую-то небольшую долю инвесторов с приличным чеком это предложение, чтобы они больше заработали, да, там, потому что там будет заработок выше. Мы готовы это им предложить, готовы заняться полностью реализацией этой сделки и, соответственно, там обкатать эту модель на небольшом объеме. С Нового года, не говорю, что это там с января, да, но в новом году я думаю, что мы займемся масштабированием. В следующем году. Да. То, что касается просто масштабирования, ну, опять-таки же, нащупав вот этот вот паттерн поведения, я думаю, что наши вот цели на следующий год – это вырасти уже там, как минимум повторить результат X3. этого года, да. То есть за 10 месяцев мы выросли X3, в следующем году мы хотим либо повторить этот результат, да, либо, ну, не хочется звучать слишком амбициозно, да, чтобы потом как-то по-дурацки не выглядеть, но мы бы хотели там показать X4, X5 рост. Да? То есть мы там увеличим этот риск аппетита. Это на самом деле довольно-таки близкие планы, которые вы планируете реализовать. Я очень, дай бог, худохохласа, я это слово научился, чтобы это все получилось. Я за этим буду следить, за этим побольше буду рассказывать в своем канале. Все же наши подкасты, которые мы сейчас делаем, для того, чтобы показать молодым людям, что, оказывается, в Центральной Азии возможно делать крутые проекты. Это не в какой-то Силиконовой долине или там Кремниевой долине это все делается. Что бы вы им посоветовали? Вот прям взглянув там стартаперу, который только-только сейчас начинает свой путь, что бы вы посоветовали? Я думаю, что надо быть, видимо, достаточно быть уверенным в этой идее, да, чтобы туда пойти. Я, наверное, для кого не открою секрет. Это очень сложно. Да, вести свое дело. Это ты выходишь из полноценной зоны ответственности. Поэтому, если вы там сомневаетесь, да, если у вас там нет каких-то больших амбиций, я бы вам советую не заниматься вообще, в принципе, предпринимательством, да, потому что я думаю, что сильно есть какой-то недооцененный вот этот вот вопрос вот этот 9 to 5, да, работы простой, где человек на самом деле может достигать нормального, абсолютно достойного человеческого счастья. Очень хорошего результата. Да. Добиваться, реализовывать себя полноценно, да, вот в этой работе. Но если вы становитесь на путь предпринимателя, вот есть у Илона Маска, такое выражение: готовьтесь, не видя конца и края, есть стекло. Да, вот. Да, это так и есть. Решая сложные задачи, вот будьте готовы вот к этому сложному тернистому пути.
Но если вы Постоянно. на это готовы, да, постоянно, вот каждый день вы будете есть это стекло и не будете видеть ни конца и края. Если вы на это готовы, пожалуйста, добро пожаловать в мир предпринимательства. Это на самом деле максимально прагматичный совет, потому что, ну, если говорить о том, что там давать и дерзать, как в бизнес-коучах, да, это говорят, к сожалению, да, это очень сложный, тернистый путь. Я очень надеюсь, что наши слушатели, и именно это довольно-таки малая аудитория этих самых сумасшедших людей, которые идут на путь предпринимательства в позитивном ключе, и дай бог, чтобы и у них все получилось, Да. и у нас все получилось. И наши слушатели стали, как это правильно сказать, инвесторами в Имане и покупали продукты через Иман. Ребята, Лифа, не обижайтесь. Спасибо вам большое, что Спасибо большое. приглашение приняли. У нас на этом все. Подписывайтесь, пишите комментарии. Пока.